Будь осторожнее, если ты слышишь эти слова от мужчины в самом начале отношений. Потому что часто бывает так, что слова означают не то, что ты думаешь, они означают. Часто какие-то фразы имеют какое-то скрытое послание. И сегодня мы будем это разбирать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим о том, на какие мужские фразы в самом начале отношений нужно обращать особое внимание и почему они несут в себе угрозу. Если вам эта тема интересна и кажется важной, обязательно поставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. И мы с вами начинаем. Когда люди только знакомятся, только начинается общение, мы очень много волнуемся. Почему? Потому что повышен уровень тревоги. Мы сближаемся с человеком, о котором мы на самом деле ничего не знаем. То есть мы знаем какие-то формальные вещи, знаем примерно, как он выглядит прямо сейчас, мы это видим, знаем о нем, имя, еще какие-то формальные, паспортные данные, но мы не знаем, что это за человек, что у него, за душой, о чем он думает, какой у него характер и так далее. А поскольку мы все-таки достаточно близко с ним сближаемся, мы сидим с ним, предположим, где-нибудь в ресторанчике, сидим за одним столом, соответственно, нам нужно понимать, что это за человек. И все свое незнание об этом человеке мы через свою тревогу замещаем своими проекциями, какими-то представлениями. То, что он ведет себя таким или иным образом. Поэтому первое, о чем я хочу сказать, это очень важно не делать таких поспешных выводов по поводу человека, когда вы с ним знакомитесь, потому что вы можете пойти по пути своего какого-то предыдущего опыта, а не по пути исследования реального человека. Итак, на что же важно обратить внимание, когда вы только начинаете знакомиться с мужчиной, на какие фразы его? Бывает так, что мужчина, предположим, знакомится с вами, уже имея какой-то определенный сценарий того, как должна развиваться вообще дальнейшая общая ситуация, и, предположим, он решил, что ему по каким-то причинам нужна, например, женщина для постоянных отношений, потому что у всех его друзей или коллег есть жены какие-то, девушки постоянные, а у него нет. Или он решил, что он хочет ребенка, причем он не то, что хочет ребенка от какой-то конкретной женщины, или в частности от вас. Ему в принципе нужен ребенок как факт такого социального самоутверждения. Или, предположим, он понимает, что ему нужно, чтобы рядом с ним была надежная, стабильная, постоянная женщина, которая сможет выполнять какие-то какие-то в его представлении, женские функции. И с этим, изначальным каким-то убеждением он начинает поиск и находит, предположим, вас. То есть он вас еще совершенно не знает, но у него уже есть заготовленная для вас роль. В такой ситуации мужчина может говорить такие вещи, что я уже нагулялся, мне уже нужно остепениться, у меня уже такой возраст, понимаешь, что мне уже эти все детские игры не важны, мне важны серьезные отношения. Естественно, что женщина, когда такие вещи слышит от мужчины, а женщины любят, когда мужчина серьезно настроен, когда мужчины, нет ветра в голове, когда он ясный, надежный, понятный, последовательный, а не когда он такой какой-то спонтанный, исчезающий и в принципе лживый в плане, что не очень честный, не очень отвечающий за свои слова. И мужчина такое говорит, что я признаюсь, как спокойный пришел, что я уже нагулялся, теперь я хочу с тобой строить отношения. Это очень так сильно попахивает тем, что он относится к вам как к объекту, а не как к субъекту. Он вас еще не узнал, он еще не попытался вас как-то понять, исследовать, побыть в этой очень важной тревоге сближения в начале, когда мы еще о другом человеке ничего не знаем и позволяем себе не слишком много, додумывать по поводу того, что это за человек, а просто смотрим и узнаем этого человека. Всего этого не было, он вам просто говорит, что я готов остепениться, и я думаю, что осчастливую я сейчас этим тебя. А вторая важная вещь, на которую стоит обратить внимание, если мужчина начинает прямо говорить, что мне нужна семья, мне нужен ребенок. Опять же, если вы, уже полгода встречаетесь, он вас как-то уже знает, и он это заявляет, понятно, что это как-то оно последовательно, и оно вроде бы как встраивается в общую логику отношений. Но если это какое-то первое-второе свидание, а он так очень сильно торопится и говорит, что ты знаешь, мне нужен ребенок. Вы его еще не знаете, он вас не знает. Откуда он знает, что ему нужен ребенок? Очень просто, ему нужен был ребенок до того, как он вас встретил. Это его потребность, которую он с помощью вас хочет, как с помощью объекта удовлетворить. В такой ситуации очень важно понимать, что мужчина к вам сейчас относится не как к личности, а как к определенным таким обстоятельствам. Вы такое обстоятельство, с которым ему нужно договориться, чтобы оно встроилось в его какую-то картину жизни. Соответственно, сложно ожидать, что в такой ситуации мужчина собирается как-то с вами вообще договариваться и строить какие-то общие с вами планы. Потому что у него уже есть достаточно такой стойкий, четкий план по поводу того, как он дальше хочет жить и ваше место в его этой дальнейшей жизни. Следующая категория мужских фраз, на которые стоит обратить внимание, это когда мужчина начинает
идеализировать женщину. Очень, кстати, похоже на лавбомбинг нарцисса, то есть когда мужчина начинает женщине говорить очень много приятных вещей, очень много говорит о ней в таком перфектном каком-то наклонении, что ты наилучшая, ты самая лучшая в моей жизни, у нас самое лучшее с тобой было какие-то вот выходные, я так не смеялся, как я с тобой ни с кем больше не смеялся. Ну, в общем, какие-то он начинает говорить такие вам вещи. Естественно, что такие вещи слушать приятно, ну, будем говорить честно. То есть, если женщина, тем более, если женщина немножко, так сказать, ну, как-то у нее не было какое-то время отношений, она немножко так изголодала по такому мужскому вниманию, по каким-то приятным таким вещам, это приятно слушать. Но если мужчина вас вот идеализирует, и вы понимаете, что он, вот он говорит о том, какая я, не знаю, там, добрая и умная, при том, что это второе свидание, и он это объективно не может еще знать. То есть он как будто бы как-то вот так авансом очень сильно мне это говорит, и хотя мне, конечно, очень приятно это слышать, нужно в этом признаться, но вот он это говорит все, по сути, огульно, голословно. Он меня не знает, чтобы мне такое говорить. Вот на это нужно вам обращать внимание, потому что часто бывает так, что, ну, во-первых, это может быть просто нарцисс в этой фазе лавбомбинга или идеализации, когда он вас идеализирует для того, чтобы вас эмоционально привязать, а потом дальше, вы знаете, будет фаза обесценивания и утилизации. Может быть так, что это просто мужчина, который вас вот так вот идеализирует, потому что у него есть, как правило, теневое убеждение, то есть теневое это противоположное идеализации, обесценивающее убеждение по поводу всех женщин. Есть мужчины, которые, ну, по ходу какого-то своего опыта там, общения с женщинами, или бывает так, что, ну, скажем, этот мужчина вышел из семьи, где его мама как-то вот нехорошо повела себя к его отцу, и у них такая семейная легенда, что мама нехорошая. Я маму люблю, но женщины все плохие. Ну, раз маму я не могу перестать любить, потому что люди, ну, маму нужно любить, то значит за маму все остальные женщины должны, так сказать, отчитываться, и все остальные женщины, они по умолчанию не окейные, то есть они обесценены по умолчанию. И вот в такой ситуации мужчина такой ищет какой-то близости, и находя женщину, вот, с которой он как-то вот, ну, какая-то есть симпатия, он ее начинает на противостоянии идеализировать. Он ее идеализирует, он ее, вот вы с ним встречаетесь, там второе, третье свидание, он вам говорит какие-то прекрасные вещи о вас, и это понятно, что очень скоро вы где-то вот перестанете соответствовать его этому идеальному образу в его глазах. Он вас опять-таки обесценит, и в этот момент он почувствует, что я был прав. Я был прав, что все женщины, они вот такие вот там меркантильные, они нечестные, они несерьезные, они тупые, они эмоционально не сдержанные, они там, ну вот любые вот эти вот все какие-то установки. То есть я был прав, я думал, что она не такая, но она такая же, как все. Я был 1000 раз прав раньше, когда думал так про женщин. В частности, может быть еще такая ситуация, когда вам мужчина начинает говорить, что слушай, ты такая классная, ты такая замечательная, совершенно не то, что моя бывшая там, девушка или там, бывшая жена или еще кто-то. То есть, когда он начинает вас идеализировать на контрасте такого очень яркого обесценивания своей бывшей. Вообще, когда мужчина начинает плохо говорить о своей бывшей, ну причем, знаете, не сухо констатировать факт чего-то такого, что случилось, а прям так с эмоциями, прям вот он ее прям как поносит, прям ругает при вас свою бывшую, как будто вам это как-то сильно нужно, но вот он прям, понятно, что он заряжен. Понятно, что в такой ситуации, ну, это не очень такая, как бы, конструктивная штука. То есть мужчина еще не вышел из тех своих отношений, он пытается вами заткнуть, так сказать, какую-то дыру в своей душе, и по сути, ну, вас он опять же воспринимает как просто такой предмет, он как бы об вас лечится. Ну и, соответственно, следующая, так сказать, группа фраз, это как раз таки, когда мужчина прямо и говорит женщине, что ты знаешь, я вышел из таких ужасных отношений, я был просто раздавлен в этих отношениях, или там, я пережил развод, я просто сейчас нахожусь в таком каком-то просто раздавленном состоянии, и я не готов к серьезным отношениям, говорит мужчина женщине. Часто бывает так, что женщины начинают здесь немножко так включать спасателя, потому что, предположим, женщина сама имела какой-то не очень хороший опыт, или там бывает так, что женщина сама вышла из вот только пережила развод, ей очень тяжело, только вот как-то она так выдохнула и встречает человека, как бы, знаете, такой брат по горю, так сказать. Вот. И она думает, ну я же тебя очень хорошо понимаю, мы с тобой, в принципе, в этом очень сильно совпадаем. И она старается как-то, ну, помочь ему тем, чем помогла себе. Понимаете, вот это же такая очень частая штука, когда спасательство это всегда попытка спасения себя, помощь себя заменить на помощь другому. То есть очень часто спасатели, они сами себе не помогают, они сами себе не решают свои проблемы, а решают проблемы других, потому что свои проблемы решать всегда сложнее, ну просто хотя бы эмоционально. И вот женщина начинает за этим мужчиной, так сказать, ходить по своей, просто оборачивать его своей эмпатией, стараться понять все его проблемы, при том, что она просто, ну как бы
не видит того факта, что он с самого начала ей сказал, что я не готов к серьезным отношениям. Она думает, ну это пока он не готов к серьезным отношениям, пока он меня не узнал, пока не применила свою, так сказать, магию, пока не поделилась своим опытом, как я вышла из всего этого ада. Я его оттуда вытащу, буду помогать его, спасать. Это, знаете, так вот это вот спасательство, это очень по-женски, потому что ну, женщины, в принципе, в них больше вот эта вот созидательная штука, то есть вот как-то помочь нужно всем, особенно вот хороший человек, у меня к нему какая-то формируется, начинает формироваться привязанность. Я сейчас ему помогу. Вот он говорит, что пока он не готов к серьезным отношениям, а готов только к сексу, ходить там, когда ему удобно по вечерам в ресторан меня водить, там проводить весело вечер, но в принципе как бы ни к чему серьезному, какие планы он не строит. Это все пока. Я обязательно его спасу, я обязательно его вытяну из этой пучины, в которой он находился, и все у нас будет хорошо. Ну, вот в такой ситуации просто важно себя не обманывать и понимать, что иногда, знаете, как бы банан это просто банан. Иногда, когда слышишь за спиной топот копыт, нужно думать о лошади, а не о зебре там, или о какой-то там другом экзотическом животном. Если мужчина говорит, что я не готов к серьезным отношениям, то внезапно, прежде всего, это означает, что он сейчас не готов к серьезным отношениям. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на фразы, которые говорят о том, что мужчина склонен к зависимости в отношениях. То есть, если вы мужчину знаете там недолго, вот вы с ним как-то пару раз общались, и в какой-то момент он вам говорит такие вещи, как «ты для меня очень важна, настолько важна, что просто вот, он фразами это говорит, ты для меня все». Ты мое солнце, там, ты моя жизнь. Без тебя жизнь вообще для меня просто невозможна. Я не вижу дальнейшую свою жизнь без наших отношений. Ты для меня важна, ультимативно важна. Разными фразами может это говорить. И естественно, что это очень сильно попахивает зависимостью, зависимыми отношениями. То есть это человек, который склонен к такому слиянию. Вот он вас увидел, что-то у него там щелкнуло, он чувствует, что вы это вроде как вот его женщина, и при этом он уже прямо вот видит себя и вас как одно целое. Он просто вот вам начинает предупреждать, что он просто не переживет расставание, он не переживет, если вы вдруг поссоритесь. То есть он так вот начинает как бы очень сильно так вот сливаться с вами. При этом очень важно понимать, что, конечно, нужно учитывать контекст, потому что мужчина может это говорить, так сказать, в образном каком-то смысле. Вот такой пример. Спрашиваешь у человека, как дела? Он говорит, дела лучше всех. Что это может означать? Это может человек, который находится сейчас в мании, в таком психическое расстройство, состояние противоположной депрессии, он реально считает, что у него дела лучше всех. В финансовом смысле, в плане здоровья, в плане там, полового могущества, в плане там, какого-то влияния. Он находится сейчас в болезненном состоянии. Он считает, что у него дела лучше, чем у всех остальных на планете Земля, еще и во все времена. А может быть так, что ты у человека спрашиваешь, как дела, он говорит, лучше всех. У него в этот момент просто хорошее настроение. Он понимает, что у него дела далеко не лучше, чем у всех. Может быть, даже у него они в принципе не очень хороши. Но у него сейчас хорошее настроение, и он пытается как бы немножко и себя подбодрить, и тебя подбодрить. Понимаете? Фраза одна и та же, ситуация разная. Поэтому если мужчина вам говорит, что все звезды в этом мире не стоят там, твоего взгляда, это может быть такой образный, как сказать, поэтический оборот. Может быть, он вообще как бы прибренивает немножко и заливает вам. А может быть, он действительно, вот вам надо это почувствовать, он считает, что без вас он жить не может. То есть он уже находится в каком-то слиянии. В такой ситуации это может проявляться также заботой. Очень много заботы, которая, соответственно, потом переходит в контроль, в том числе в токсичный контроль, который потом переходит в ревность, в том числе в патологическую ревность, понимаете? То есть начинается все с того, что он вам пишет, спрашивает, доброе утро, ты уже проснулась, а ты поела, а как ты доберешься, там, может тебе такси вызвать, может еще что-то. Забота, приятно, да? Хорошо. Потом он начинает спрашивать, там, куда ты пошла, с какой подружкой, а подружка там вообще замужем, не замужем, а куда вы пошли, с кем вы встречались. Немножко как бы такая забота уже переходит в контроль, он слишком лезет в твою жизнь, получается, и как будто бы границы сдвигает. И потом, естественно, если вы какое-то время находитесь вместе, ты еще находишься в такой точке отношений, когда ты еще присматриваешься. И вроде бы как, предположим, ты склоняешься к тому, чтобы продолжать эти отношения, но пока ты только склоняешься, ты еще решение не приняла. А он уже просто считает, что вы вместе, как не знаю, как семья, причем как такая какая-то созависимая семья, не настоящая. То есть люди, которые будут вместе всегда, и вообще ничто не может их разлучить. И в такой ситуации он, конечно, считает себя вправе вас контролировать, вам что-то указывать, потому что вы это просто как часть его. Он вас воспринимает как часть себя. Он как он принимает решение по поводу себя, так же он принимает решение по поводу вас. Вообще никакой для него разницы. Поэтому с самого начала, если вы слышите от мужчины очень много фраз,
которые, вот такие фразы-маркеры, которые говорят о том, что он склонен к зависимости. Когда вот он очень болезненно реагирует на то, что вы там ему сообщаете, что ну, сегодня мы не сможем встретиться. И он прям как-то вот рассыпался весь, или обиделся, или вы видите, что у него там прям лицо как будто бы пропало. То есть, если вот он склонен к этому, просто обращайте на это внимание, чтобы потом не получилось, что вы окажетесь в отношениях с человеком, который вас преследует, сталкерит, проявляет какую-то совершенно бессмысленную такую театральную ревность, а вам с этим как-то нужно жить. Пытливый слушатель мог заметить такой факт, что у всех этих фраз есть одна общая деталь. Мужчина проявляет поспешность. То есть, если вы начинаете сближаться с мужчиной и сами торопитесь, и он проявляет такую поспешность, вы эти фразы можете не заметить. Бывает такая ситуация, что женщина, сама настроена на быстрое построение отношений. Бывает же так, знаете, часто, что у женщины действительно она, много тяжело работает. Пускай много тяжело увлеченно работает. Но по факту это все равно времени у нее на отношения не хватает. И она думает, что тут это рассусоливать? Вроде он говорит, что он там хочет ребенка, что он там прям остепенился, и я для него там ярче всех звезд на небе и так далее. Что думать? Нормально, поехали. Но в такой ситуации вы тогда взаимно совершаете ошибки. То есть он торопится, вы торопитесь, вы из-за своей спешки не замечаете его спешку, и, соответственно, ничего хорошего здесь не будет. Но если вы как-то относитесь к отношениям как к чему-то очень важному, к чему-то очень такому, знаете, нежному в своей сложности, в такой ситуации ему будет проще заметить, что мужчина торопится, что он как-то начинает знаете, вроде бы вы еще на этой странице, а он уже перелистнул через пару страниц. Здесь нужно попытаться, конечно, человека немножко притормозить, объяснить, что мы здесь находимся, я здесь, почувствуй меня, я в контакте. Если это получается, отлично. Если не получается, не получается, значит вы просто будете понимать, где вы находитесь, кто рядом с вами, так сказать, предупрежден, значит вооружен. У вас были какие-нибудь курьезные ситуации, когда мужчина там на первом, втором, третьем свидании начинал говорить там о свадьбе, о каком-то ребенке, не знаю, о том, где у вас дом будет стоять, там, в какую сторону света окна будут повернуты. То есть напишите, пожалуйста, чтобы мы смогли эти вещи разобрать. Я всегда благодарен, вы знаете, за то, что вы пишете какие-то свои практические примеры, потому что это действительно очень важно, это бесценно. Если вам эта тема интересна, обязательно поставьте лайк. Для меня очень важно, если вы этим видео поделитесь в своих соцсетях, чтобы больше людей посмотрело, потому что больше людей посмотрит, больше людей смогут оставить комментарии, мы потом сможем их обсудить в эфирах. Соответственно, когда я выхожу в эфиры, если вы нажали колокольчик, у вас уведомление выходит, вы можете присоединиться. На этом все. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.